И я приглашаю нашего первого спикера, члена лидерского совета. Это Мартиал Ниазима. Прошу, Мартиал. Маршал, ты меня слышишь? Здравствуйте, доброе утро, Юлия, доброе утро все, или доброго дня, в зависимости от того, где вы находитесь, или это даже может быть добрый вечер. Меня зовут Маршал. Не могли бы вы переключить следующий слайд, или мне надо свой экран продемонстрировать? Следующий слайд, пожалуйста. Итак, сегодня в рамках нашей сессии нас ждет очень интересная информация. Во-первых, давайте я проверю звук. Ребята в англоязычной группе, пожалуйста, поставьте плюсики. То же самое можете сделать и в остальных группах. Ребята, наверное, вы уже меня знаете. Меня зовут Маршал Нианзима. Я член лидерского совета. Я также являюсь вице-президентом по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, тренер, мастер-профи, а также у меня есть свое предпринимательское дело. Также считаю себя специалистом в области блокчейн-технологий. У меня степень магистра компьютерных наук. И также являюсь я спикером. Будьте добры, следующий слайд. Отлично. Итак, давайте приступим к тому, что мы делаем каждую сессию. Мы хотим посмотреть, какие же у вас были реализации предыдущей сессии. Мы выберем 3 человека максимум, если у нас будет время. И мне хотелось бы, чтобы вы были лаконичны. Максимум пару минут. Представьтесь, расскажите, откуда вы, какой у вас ранг в компании, какие обучающие программы вы проходили, также какие проблемы у вас были, с какими трудностями вы сталкивались, а также что вы сделали, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, какой у вас результат, а также что бы вы могли бы порекомендовать другим участникам, какие бы вы могли рекомендовать действия. Так, сейчас а, мы должны выбрать, кто будет говорить. Давайте выберем кого-нибудь сначала из русскоязычной группы. Сейчас посмотрим, кто у нас поднял руку. И в итальянской тоже комнате есть желающие. Алло. Да, Дина, вы можете говорить в русской комнате. Всем доброе утро. Я расскажу свое осознание по последнему уроку. Меня зовут Дина Климанова. По партнерской программе я лидер-менеджер. И мое осознание по последней сессии — работа с соцсетями. Я никогда не работала с соцсетями, но мне осознание пришло, что когда начинаешь работать, это много новых общений и разбивает твои лимиты, которые мы сами себе ставим. Страх уходит, что-то новое узнаешь, учишься. И когда ты начинаешь своим опытом и своим осознанием делиться с новыми людьми, им становится интересно. И это, конечно, классно. Мне очень марафон 260 очень помог в этом, так как я набираюсь опыта, информации новой, выставляю посты, записываю видео.
Это, конечно, супер. Я желаю всем нашим партнерам, кто участвует в марафоне, быть активными, делиться своими осознаниями, так как мы тоже у людей учимся. Это вообще супер. Всем спасибо. Мама, можно майку? Маленькую. Отлично, спасибо. Пару вопросов к вам, Дина. Вот вы сказали, что социальные сети не являлись одним из ваших инструментов, которые вы раньше использовали. А вот домашнее задание говорило нам создать страницу, профиль. А вы сделали это, создали? И если да, то какая реакция была от других людей на это? Я только начинаю создавать себе новую страницу, так как у меня была страница, и очень многие из моих друзей, они уже в нашей компании. Я создаю новую страницу, и ко мне обращаются люди, которые не знают о нашей компании ничего, не знают ничего о марафоне. Это, конечно, классная реакция, суперская идет. Здорово, просто великолепно. Я бы тоже вам рекомендовал, если вот только вы создали страницу, и вы все еще можете пользоваться, или, скажем, не пользоваться, а оставить старых друзей или привлечь новых друзей и на вашу новую страницу, и через них выходить еще и на новых людей. Поэтому используйте эту возможность и приглашайте новых людей. Вы можете и старой страницей пользоваться для этого. Присоединяйтесь к другим новым группам и уже через них привлекайте новых партнеров, новых друзей. Хорошо. Большое вам спасибо. Давайте перейдем к следующему человеку. Давайте послушаем кого-нибудь из итальянской или испанской группы, если это возможно. Итальянский чат есть желающие, сейчас подключаемся. Добрый день всем. Меня зовут Массимо Бонавита, я из Казерты. Я являюсь партнером компании, потому что сначала я зарегистрировался в компании, потом не предпринимал никаких действий, а затем, когда я решил участвовать в марафоне, действительно я понял, насколько это важно работать с социальными сетями, потому что я не был зарегистрирован ни в одной социальной сети. Сегодня у меня 2 профиля, один в LinkedIn, а второй в Facebook. Больше мне нравится LinkedIn, у меня там более 6000 контактов, профессиональных контактов, я бы так сказала. Извините, я немножко взволнован, поэтому для меня это впервые выступать. Многие мои друзья вместе со мной проходят марафоны, и мы верим всем сердцем в то, что мы делаем. Мы должны выполнять упражнения, потому что они нам пригодятся в будущем. И обязательно это нам поможет зародить внутреннюю силу, которая в будущем будет способствовать реализации наших мечт. Я вас всех обнимаю, всех поздравляю, и мне очень будет приятно увидеть вас всех в Москве с теми рангами, которые мы себе загадали. Спасибо большое всем спикерам, всем, кто нас поддерживает в выполнении домашних заданий. Ну, в принципе, все. Я думаю, что я очень кратко рассказал, что хотел сказать, и желаю всем прекрасного дня. Невероятно. Спасибо. 6000 человек, вы говорили, сеть? Вы представляете, что если половина из этих это так. уже заинтересуется нашим бизнесом, это уже будет невероятный результат. Пожалуйста, поддерживайте с ними контакты. Пару вопросов вам.
Вот вы говорили про эти 6000 человек, которые у вас в LinkedIn, а вы попытались выйти на них? Вот помните, у нас в прошлом понедельник было почему вы говорите про задание, да, выйти на них, поговорить с ними. А если вам удалось с ними поговорить, какой был результат? А почему вы говорите про 50%? Нет, я хочу все 100 привлечь в наш бизнес. А вы предприняли какие-то действия, да, чтобы привлечь их в бизнес? Связались с ними, поговорили, может, с ними? Да, я поговорил с ними. Некоторые из них уже заинтересованы, поэтому я уже организовываю вебинар, потому что в LinkedIn я вхожу в тематические группы, и так как это люди, которые являются моими друзьями, они не только итальянцы, они и иностранцы, они живут в Италии, мне будет необходимо организовать онлайн-вебинар. В любом случае, мы пытаемся с моей командой сделать невероятную работу, чтобы вырастить нашу структуру, вырастить нашу команду. У нас грандиозные планы, и мы никого не хотим оставить, поэтому все будут в нашей структуре, и мы будем идти только вперед, помогая другим, как включая новых людей в нашу команду, но также выращивая нашу структуру в общем, что поможет сделать наш бизнес только сильнее и мощнее. Большое вам спасибо. Я вижу, что вы действительно начинаете предпринимать усилия и уверен, что уже прямо сейчас видны результаты. Здорово. У нас еще есть время, наверное, еще на одного последнего человека. 3 минуты максимум. Может, у нас кто-то есть из испанской группы, или даже, может, Да, у 2 нас минуты. Очень уже быстро. вроде как подключился человек. Отлично. Только помним, что у нас 2 минуты максимум, 2-3 минуты максимум. Хорошо? Расскажите, кто вы, ранг, какие у вас были трудности, создали ли вы свою страничку, профиль, вышли ли вы на новых людей, какая была их реакция и так далее. Написали ли вы свой первый пост? Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро всем. Sí, sí, se escucha. Для меня это большая радость подключиться сейчас и вещать онлайн. Я сейчас нахожусь в Перу. Меня зовут Оскар. Сейчас у нас в Перу 2 ночи, то есть поэтому я проснулся и специально подключился к марафону, потому что я хочу научиться многому, и я могу это сделать только благодаря нашему марафону, и я уже в процессе. Я сейчас консультант. Я вошел в компанию в сентябре прошлого года, и в начале у меня было достаточно много сомнений, но потом я стал настолько уверенным, и сейчас я на самом деле очень горжусь тем, что я принадлежу этой компании. Потому что я верю во все то, что делает компания во всем мире. Это первое, это то, что меня вдохновляет. И что касается профиля,
в соцсети. У меня уже есть некоторый опыт в разных публикациях. И перед нашей сессией в понедельник у меня уже было в некоторых соцсетях, например, в Ютубе у меня и в Фейсбуке были разного типа публикации, и я пытался вдохновить и сделать все возможное, чтобы мои друзья тоже к этому подключились. И сейчас я уже обращаю внимание на то, что в моей стране очень много было совершено краж, особенно в сети, и многие люди чувствуют себя небезопасно, да, для того, чтобы войти в какую-либо соцсеть. И поэтому я хочу встретиться с такими людьми в офисе и рассказать им о нашей компании именно в офисе, а не в соцсетях. И для меня у меня было около 500 контактов, и многие из них эти уже друзья подключились, уже заинтересованы, поэтому я дальше буду работать и работать, буду добавлять этих 10 новых друзей каждый день, буду продолжать учиться тому, чему нас учат здесь в нашем марафоне, потому что, как я уже говорила, для меня это гордость. И я вхожу в 18-ю группу здесь, в нашем испанском чате. Поэтому большое спасибо, всем огромный привет, и я желаю всем продолжать работать в таком же духе. Оскар, невероятно. Спасибо. 2 утра или 2 ночи, а вы проснулись, чтобы посетить наш марафон МКИ 260. Вот это я называю настоящая приверженность, настоящее обязательство. Я знаю, у кого-то 7 часов, у кого-то там чуть позже, у кого-то это уже поздний вечер. Ребята, всем вам аплодисменты. Молодцы. Итак, я знаю, что у вас уже вижу, есть опыт, поэтому приносите пользу своим подписчикам, своим фолловерам. Продолжайте делать то, что вы делаете, и результат не заставит себя ждать. Давайте перейдем к следующему слайду, было бы здорово. Итак, сейчас я представлю вам следующего спикера. Вот этот молодой человек, он один из первых президентов в нашей компании. Несмотря на свою молодость, он очень умен, очень опытен. И я, когда с ним встретился, просто был поражен. Петру, ты с нами? Тебе слово. Доброе утро, дорогие друзья. Как меня слышно, как меня видно? Окей. Как у вас настроение, как успехи? Как вам наш марафон? Вижу, что в нашем чате 283 человека. Это очень радует, потому что прошло уже где-то месяц, а у нас еще больше добавляется и добавляется. Значит, это очень радует. Здесь учимся очень много вещей, как привлечь через интернет. Это очень хороший инструмент. Я сам работаю через этот инструмент. Сам, когда мне закончился список контактов, я начал работать с холодным рынком. Это понедельник, что мы сессию, как привлечь клиентов с интернет, создать собственный профиль, сделать всегда контент. Это очень-очень полезные
инструменты, которые может дать такой рывок вашему бизнесу, и каждый день у вас может быть поток людей. Знаете, я сейчас буду говорить про такую интересную тему, как вот как продавать идею многоуровневого краудинвестинга и как привлечь именно на идеологию многоуровневого бизнеса. Я по полочкам вам расскажу, как правильно себя презентовать, как правильно себя продавать, потому что очень важно в нашем бизнесе себя продавать хорошо, чтобы люди нас купили. Вот именно я вспомнил, когда где-то 4 года назад мне тоже закончился список контактов, я начал привлекать через интернет. И я представлял, визуализировал так, что мне каждый день приходят клиенты. Не я ищу клиентов, а и клиенты ищут меня. И это очень сильные инструменты, потому что когда что-то случается здесь, на экране, когда вот, знаешь, как ты уже не даешь, как сказать, ты уже из позиции, берешь позицию давающего человека информацию, скажем так, а не что ты хочешь что-то от человека. Это очень, очень хороший инструмент. Ну, давайте, дорогие друзья, увидим сейчас, как вот именно не привлечь просто клиентов, а как продавать правильно вот идею многоуровневого бизнеса. Вот как, значит, у нас цель, какая у нас цель? Чтобы у нас были партнеры, да, партнеры, которые работают, которые закрывают статусы, которые делают презентации. Вот именно, чтобы прошла эта дубликация, и когда приходит дубликация, вот дубликация, это расширяет наш бизнес. А если просто привлечь клиента, то мы всю работу мы делаем сами. Вот если мы, скажем так, не привлекали сегодня клиента, значит, мы не зарабатывали. А когда есть вот такая рабочая схема, когда люди, вот я сейчас буду говорить про это, когда люди приезжают прямо изменить свою жизнь, или те люди, которые голодные, исполнять свои мечты, успеха, вот именно это очень хороший инструмент многоуровневый бизнес, да. Давайте, дорогие друзья, идем дальше, чтобы мы смогли разбирать, как продавать правильно эту идеологию, скажем так. Кто-то будет менять слайды. Вот, значит, у нас приходят каждый день клиенты, мы работаем, да, через интернет или через офлайн, и приходит человек, который приходит к нам человек на встречу, чтобы услышать, что мы можем ему предлагать. Вот один из важных факторов – это как мы презентуем себя на эту встречу. Это не зависит, эта встреча может быть или через Skype, или через Zoom, или личная встреча. Не зависит это какую встречу, но это один из важных факторов, как мы говорим. Вот, знаете, я знал, когда я начинал этот бизнес, вы знаете, что мои первые шаги это было в Италии. Ну, как это не мой родной язык, то иногда чувствовался акцент, и как это была новая индустрия, я многих словах не знал на итальянском. Ну, человек, знаешь, мне говорил такое: блин, Петр, я не понял ничего, что ты мне говорил от этого бизнеса, потому что я тогда хотел все вместе. Вот. Пришел человек на встречу, все, я должен его зацепить любым способом, знаете. Проводил презентации даже по 3 часа. Ну, как ты говоришь, вот просто я хочу тебе дать $1000, $1000 юнитов там, просто потому что мне понравилось, что ты то, что ты говоришь, ты видишь это, ты можешь реализовать это, и просто поэтому. Очень важно вот такой
иметь настрой при нашей встрече с потенциальным клиентом, да. И очень важно, что мы говорим. Я раньше, как говорил, я сейчас чуть будем работать по скриптам. Знаете, есть проблема многих людей или проблема многих партнеров наших, что они, вот как и я, делали эти ошибки, то мы пробуем всегда в первый день все сказать, и не знаю, знаем мы это, не знаем, мы все должны сказать, чтобы, знаете, доказать или что-то, или более-менее мы хотим что-то уже доказать клиенту, что он должен зайти с нами. Это не особенно правильный момент. Я всегда люблю, вот, когда делаю личную встречу, то я говорю, но не всегда все, скажем так. Я всегда человек оставляю с интригой. Сейчас мы будем разбирать это. Я говорю, но чтобы ты узнал следующую информацию, ты уже должен делать какие-то шаги, или ты должен прийти на вторую встречу, или на третью встречу, там, или прийти на презентацию. Вот именно будет правильно, если, когда вы встретитесь с человеком, вот тоже, чтобы создавать вот такую интригу. Мы, мы узнали, во-первых, потребность человека, где он хочет дойти в своей жизни, какие у него мечты. И из этих потребностей мы оценяем его мечту, мы оценяем то, что он хочет от жизни, и уже продвигая разные наши инструменты, там, идеологию многоуровневого бизнеса, показываем, как через наш инструмент, через нашу идеологию он может очень-очень быстро реализовать свои мечты, да. Третий фактор – это как мы выглядим. Понимаете, мы от нас, вот при встрече, не зависит какая-то встреча, от нас должны пахнуть успехом, деньгами, вот чтобы человек хотел так выглядеть, хотел такую жизнь, что мы имеем. Вот это тоже очень важный фактор вот, при встрече с человеком. Какая у нас жестикуляция, вот при встрече тоже очень важно. Что, знаете, есть такие люди, вот так делают, и люди не слышат то, что что-то вы говорите, а смотрят на ваше движение и может отвлекаться от тот момент, от того момента, который вы хотите ему сказать, от того, тот смысл фразы, что вы хотите сказать. Вот жестикуляция – это очень важный момент в нашем бизнесе. Даже когда ты выступаешь на сцене, когда ты выступаешь, делаешь презентации. Очень важно, что вот жестикулировать наши слова тоже руками, чтобы привлекать себя человеком. Я, как вам сказал, не делать вот какой-то кунг-фу там, а просто правильными действиями показать, что вы компетентны в этой сфере, да? Вот, это 6-й пункт, это быть компетентным в своей сфере, чтобы вы должны знать. Я что вас советую, вот даже это как домашнее задание будем давать, чтобы вы изучали историю многоуровневого бизнеса. Чтобы вы вот знали досконально, какие компании, сколько оборот делается в год, сколько люди здесь успешные, сколько процент людей работает уже в мире, в этой индустрии. Это очень важно, потому что когда мы показываем наши масштабы, когда мы показываем как сказать, когда мы показываем, что человек здесь реально есть способ, что он может зарабатывать деньги,
или реализовать свои мечты, это очень привлекает нашего потенциального клиента, скажем, партнера. И что мы можем им давать, как сказать, вот узная историю многоуровневого бизнеса, что мы можем им давать на чтобы реализовать человек свои мечты. Вот, дорогие друзья, помните такую вещь, что люди идут не на компанию, не зависит у вас какая компания, не зависит какой у вас продукт, что вы делаете, а люди идут на человека. Вот это вот запишите прямо эту фразу, потому что если вы будете использовать эти факторы, что я вам сказал до сих пор, то вы будете топ, и вы сможете продавать эту идеологию везде, каждому человеку, не зависит какой это человек, не зависит какой он должность имеет. Но именно в нашем бизнесе важно продавать себя. А потом вторично это уже продукт или компанию. Люди всегда, вот просто это очень важная фраза, люди всегда покупают других людей. Всегда. Вот даже смотрим на компанию Apple, да, у них офигенский продукт. Но многие купили даже историю, как он создан, как все это. То же самое Facebook. Вот именно продавайте себя очень качественно при продаже идеологии многоуровневого бизнеса. Вот я как работаю в эту сферу. Вот человек мне сказал свои планы, да, вот сказал свои мечты. Мы оценили эти мечты в деньгах. Вот говорим человеку, могу я тебе задавать пару вопросов, и сразу определяем меры. Вот сразу я определяю меры. Вот смотри, у меня есть 30 минут. Естественно, я ему говорю, у меня есть 30 минут 40 максимум. Естественно, я не смогу сказать, вот мы в дальнейшем это увижу, это скрипт, я не смогу тебе сказать все, потому что... Нет, давайте, ребят, давайте я сам буду менять слайды. Я вам скажу, когда менять слайды. Хорошо? Просто не меняйте слайды, потому что мне это... Я хочу закончить свои мысли, а потом будем идти к другим слайдам. Вот человек... что я хотел сказать, вот отвлекали. Я говорю, у меня есть 30-40 минут. Говори, при нашей дискуссии, вот я сразу ставлю приоритеты. При нашей дискуссии говори мне, пожалуйста, если тебя отвлекается это, что я тебе говорю, или не отвлекается. И как, если человек, это мне интересно, я тебя очень благодарю за твое время, значит, я помогу другим людям стать богатыми. Я всегда оставляю вот с такой фразой, я другим человеком буду помочь реализовать свои мечты. Значит, это не твое. Почему? Почему всегда вот должно быть, как вот такое, у вас при встрече всегда должна быть позиция, знаете, Ренни Гетч тоже говорил такую фразу, у вас должна быть позиция на $1 миллион. Не позиция, как он говорит. Вот туда, вот такая позиция лидера на $1 миллион. Не то, что вы, осанка на $1 миллион, да. Вот не то, что вам нужны этот клиент, а ему нужны вы, чтобы он реализовал свои мечты. Вот всегда с этой позиции надо делать презентации. Вот если вы будете позиционировать себя так, потом мы учили вас в понедельник, как вы можете создать группу, ставить посты, привлекать всегда аудиторию в свои группы, и всегда, может, в дальнейшем я буду давать темы, как у вас может быть по 5, 6, 10 клиентов в день, чтобы будет приходить вас на консультацию. Это уже дальнейшая тема. Но я всегда ставлю себя в такую позицию. Ставлю в позицию, что не этот человек нужен мне, а я ему нужен, чтобы он реализовал свои мечты.
Вот всегда должно быть. И когда этот человек, вот потом появляется уверенность в вас, и вы по-другому говорите, и вас уже, как скажем, вот пробуйте, вот просто пробуйте делать вот презентации, и ставите себя, что в приоритете, вот при личной встрече, при презентации, что вы даете что-то ценным, и это людям нужно, они люди нужны вам. Хорошо? Вот давайте пойдем дальше. Вот. Надо показать новичку картинку будущего. Как изменится его жизнь, какие выгоды он получит развития с нашим бизнесом. Очень вот классно, вот знаете, чтобы у вас был план, четкий план. Вот человек говорит с вами, вот у нас есть план, ты будешь выступать на сцене, тебя будут аплодировать, ты будешь отдыхать, ты будешь лететь с личным самолетом, с бизнес-классом. Очень показать, вот это, знаете, я скажу такую фразу, не знаю, может, это не особо корректно, но я все равно скажу. Людям не нравится жить в дерьме, скажем так. Людям всегда нравится жить шикарно, да? Вот мы просто должны взять новичку и показать ему путь, как он может это все достичь. И увлечь его в этом, вот как он может достичь этого успеха с нашим бизнесом, да, с идеологией многоуровневого бизнеса. Как он может отдыхать, как он может... Это различные вещи, что он хочет. Вот мы просто должны показать ему картинку, коллаж. Давай, вот коллаж жизни его мечты. Всегда вот при этом разговоре, когда вы показываете, как он может через год все это достичь, как он может быть топом в этой компании, как он может понять свою жизнь на другом уровне, всегда надо ассоциировать с личной историей. Это очень такой важный инструмент, когда ты при встрече ставишь, вот я тоже был как ты, понимаешь? Я тоже был как ты, но я приходил в этом бизнесе, я реализовал все это. Вот я имею полностью то, что я хочу сейчас. Вот очень важно говорить, что я тоже был, вот тоже в дерьме, где ты сейчас находишься, там и был и я, знаешь, тоже работал по 12 часов в день, тоже зарабатывал по $1000 в месяц, тоже не имел свободного времени. Но приходил я в этом бизнесе, то же самое был, как ты, имел много сомнений, да? Большую критику имел в этом бизнесе, потому что вы должны ожидать критики, потому что, знаете, не все понимают наш бизнес. И вы показываете, я через это все прошел, и вот это моя картинка жизни. И это очень увлекает людей, когда мне очень нравится вот фраза, я хотел впоследок сказать, но это тоже сейчас к месту. Есть такая фраза Андрея Федоровича, я слышал от него один раз. Ребят, с вами или без вас, я все равно это сделаю. Но не то, что он сказал это, что вы знаете, как я такой крутой, и вы мне не нужны. Он сказал, я так понял эту фразу, что с вами или без вас, я все равно сделаю. Но с вас я намного быстрее это сделаю. Вот именно, я тоже, пойми, вот когда я встречу, с тобой или без тобой, я уже живу хорошо. Но с тобой мы можем создать глобальный бизнес, мы можем реализовать мечты других людей, можем вот открыть новые страны, можем там делать. Ты готов взять на себя ответственность? Это очень важно, вот такое позиционирование, иметь
при встрече с кандидатом и когда вы продаете эту идеологию, да? Идем дальше, дорогие друзья. Вот есть еще некоторые факторы, которые вы должны показать как дорожку, эту дорожку клиенту, и чтобы он, неправильно дорожку, а как, чтобы он чувствовал этот в вас, да? Это лидерство, это смелость. Вот мне очень нравится, знаете, смелость — это очень хороший элемент, потому что есть некоторые люди, делают презентации, ну, я не знаю, вот так сидят, ну, я не знаю, ну, может быть, ну, смотри сам, или вот это. Ну, дорогие друзья, ни один человек не пойдет за такой настрой, да? Вот смелость, когда берешь, вот, давай, ты готов, вот, распиши план, давай, сделаем это. Это очень, очень важно. Вот лидерство, я уже о лидерстве не буду говорить, это вы сами знаете, наверное, что это лидерство, это всегда помочь людям, всегда дать свободу людям, показать масштаб, показать, как он может делать вебинары, живые мероприятия, марафоны, интерактивы, все это показать ему на картинку. Смелость. Смелость — это и знание того, куда вы идете. Вот очень важно, вот смелость, чтобы вы были четкий у вас план, как я сказал раньше, дорогие друзья, что вы, куда вы идете, какие у вас планы, какие у вас масштабы, показать все это просто человеку, чтобы увлекать этого человека в себе, да? Энтузиазм, это от вас должны, я как сказать, от вас должны пахнуть деньгами, энергией, чтобы у вас все это, знаешь, не такой хмурый сидел там, всегда вот давай, может человек даже, знаешь, он не привык так жить, а когда видит тебя вот в такой атмосфере, видит, что пришел человек чужой с улицы и с таким энтузиазмом хочет ему помочь реализовать свои мечты, это очень, очень это очень увлекает, да? Профессионализм. Это вот четвертое, что мы должны показать, это профессионализм. Как я сказал, знание индустрии, MLM бизнеса, многоуровневого бизнеса, многоуровневого краудоинвестика, историю нашей компании. Очень важно вот рассказать историю нашей компании. Вот очень много людей, очень много, вообще 90% людей покупает какую-то историю, скажем так. Историю, вашу историю компании, историю, идеологию. Они всегда это покупают. Если вы предвторично потом они уже идут на продукт. А всегда покупают масштаб. Вот все это, вы если будете упаковывать в себе все это, что я вам говорил, вот вы посмотрите, что почти 90% вашим клиентам захочет заниматься, развивать в это направление. Да? История нашей компании, показать историю топ-лидеров, показать, как люди зарабатывают. Ну, все это, что я сказал, жизнь, красивую жизнь, как здесь много могут зарабатывать, да? Юмор. Вот всегда, или на сцене, или при встрече, всегда должен быть юмор, дорогие друзья. Всегда должен быть, знаете, такой юмор, что делает, когда мы делаем презентацию. Юмор это делает такой, знаете, как это говорится по-русски, как растает лед между тобой и клиентом. Он тебя привлекает, это, знаете, начали шутить, это значит
притянули к себе ближе вашего партнера и клиента, да? Давайте пойдем дальше. Фраза, которая подключает на действие. Вот есть здесь некоторые фразы, которые может... я как бы вам сказал, вот неважно, с вами или без вас, я сделаю этот результат. Я всегда говорю, ребят, я хочу это делать. Вот что-то, может, какой-то промоушен, что-то, или какой-то... показать вот ваш план. Я хочу достичь с тобой там. Я хочу быть с тобой там на эвенте. Я хочу с тобой быть там. Ну пойми, с тобой или без с тобой или с тобой или без тебя я все равно буду. Ну с тобой я буду быстрее, да? Но, ребят, я бы хотел это донести с вами. Я хочу, чтобы мы вместе могли отдыхать на лучшей пляже мира, который на яхте. Вот в этом контексте должны выглядеть эту фразу. Вот с тобой или без тобой я это сделаю. Но я бы хотел, это должно выглядеть так, ну что ты мне не нужен. А чтобы, ребят, ну я бы с вами хотел бы отдыхать, развиваться, вот строить большие организации, да? Я настроен на все 100%. Неважно, с вами или без вас, я достигну, но мне бы хотелось вместе с вами все это делать. Это очень вот такую фразу зацепляет. Пойдем дальше. Скрипт. Вот я когда начинаю вот бизнес, я покажу тебе идею бизнеса, да, который занимаюсь я сам. Ну вот смотри, какое дело. Я не смогу тебе рассказывать все, что я знаю про этот бизнес. Потому что если я бы сказал все тебе, мне понадобится здесь минимум 5 дней, чтобы тебе объяснить все этот бизнес. Но у нас есть всего 30-40 минут. Все, ставишь себе позицию, что у тебя 30-40 минут. Я покажу основы, и если ты почувствуешь, что тебе это близко или откликнется что-то интересно, я скажу, что тебе делать дальше. Договорились? Вот с этим фразой, с этой скрипкой мы можем начинать. Вот мы ставили себя приоритетом. И когда презентуем, вот сейчас я покажу еще некоторые трюки, что я использую. Не трюки, но, скажем так, может быть, которые мне помогают привлечь человека именно в бизнес. Да? У нас есть 30-40 минут, я всегда ставлю приоритеты, я покажу вам основы, и если тебе это... если нет, то хорошо, я помогу. Я всегда говорю, ну хорошо, значит, ты не готов еще зарабатывать большие деньги, не готов еще реализовать свои мечты. Потому что у нас есть поток, который приезжает каждый день с нами на встречу, да, и мы ищем всегда тех людей, вот я очень люблю работать именно с теми людьми, они очень голодные реализовать свои мечты. А если человек, знаете, позиционирует, что сразу ему это не нужно, лично я не трачу свое время с этим. После этого, что я говорю? Вот, если ты захочешь улучшить свои финансовые потребности, то ты мне должен завтра в 14 звонить. Я все. Если не позвонишь, значит, у нас не по путям. Я всегда ставлю себе такой приоритет, что если ты не готов, если ты готов реализовать свои мечты или улучшить свою финансовую жизнь, то ты мне должен звонить завтра в 14, и все. Я ставлю приоритет. Если не позвонишь, значит, ты не готов. И все остальное. Ну, как вот я еще работаю в этом направлении? Я иногда, когда встречаюсь, я всегда
слушаю потребность человека, я вам показал, как я себя позиционирую, как я себе продаю. Очень важно продавать себя, а не компанию, да, и компанию, но это уж это на втором плане, скажем так, или продукт это на втором плане. Очень продавать или диалог, или себя, свою историю, и как вы можете помочь человеку, да. Вот мы приходили на встречу, мне был такой случай, что с моим бывшим боссом, вот раньше он меня не слышал, я еще его хотел привлечь 4 года назад, но он меня не слышал. И вот буквально когда год назад я ему снова звонил и уже ставил себе с этой позиции. И я говорю, вот, давайте мы узнали его потребности, мечты, что он хочет реализовать в дальнейшем или в ближайшем будущем, или за год, за 5 лет. И оценили эти мечты по финансовому плану, сколько эти мечты стоят, ихние. И потом смотри, есть два направления, да? У тебя есть собственный бизнес, где ты работаешь, я ему так сказал, у тебя есть собственный бизнес, где ты работаешь уже 10 лет. Ты можешь работать или наемником, обыкновенным рабочим, да? Или есть другое направление. Это, я сказал, есть твой бизнес, где ты инвестировал кучу денег, и за 10 лет ты эти мечты не реализовал. Смотри правду в глазах, но это так. Он сказал, ну да, я с тобой согласен. А есть другое направление, где ты можешь инвестировать вот столько, а зарабатывать столько. И показал себе перспективы. И там, когда ты готов услышать по этому направлению, ну давай, услышим. И я здесь уже не говорю про компанию, я здесь включаю историю многоуровневого бизнеса. Вот когда он создан, смотри, сколько людей, статистику, смотри это. И начинаю ему нарисовать кружки. Вот нарисовал один кружочек и говорю, вот это ты и твой бизнес. И вот это твои 5, как говорится, 5 людей, 5 кружков в первом уровне. И эти люди еще по 5. Ты согласен, что эти люди могут иметь всегда, вот они тратят где-то $100 в месяц ни на чем, да? Или есть свободные $100. У тебя есть вот свободные люди, которые имеют $100, да. И мы когда суммировали все это, то он где-то в конце, где-то до 6-7 линии, он где-то мог зарабатывать там или 40, или 60 тысяч долларов. Где он в своем сфере, где он работал 10 лет, он эти деньги не зарабатывал. И вот я так включил своего босса, и, естественно, не был тот прорыв, который я хотел, он за год привлек где-то 15 человек, но это все равно для того человека, который не имел знаний в этом или новичок, это все равно хороший результат, я считаю, да. Вот так я раскрутил своего босса. Я узнал его потребность, ставил 3 решения ставил. Это наемный работник. Окей. Твоя мечта сколько стоит? $1 миллион, да? Стоит $1 миллион. Вот давайте посмотрим. Если ты поработаешь обыкновенно рабочим, за сколько ты сможешь реализовать эти мечты в стоимость $1 миллион, да? Ну, это минимум за 40 лет. Там, если посмотреть на статистику, средняя зарплата, там, скажем, в мире, или, я не знаю, тогда взял в Италии, можете взять в той стране, где вы живете, это $1000, да, это надо где-то 40 лет, человек за 40 лет зарабатывает $1 миллион, да, и из этого миллиона он должен обеспечить семью и свою жизнь, да, и это все.
ставили крестик на этот план. Есть другое направление. Ты можешь открыть бизнес, но в этом бизнесе у тебя есть конкуренты здесь, есть не вариант, что он пойдет хорошо, не вариант, что он развивается, и ты сможешь зарабатывать миллионы. И здесь, чтобы ты открыл любой бизнес, тебе надо большие деньги. Даже открыть там компанию любую компанию, тебе надо определенный капитал. Да? И это у тебя нету. Или у моего босса был тогда этот бизнес, и мы сразу ставили крестик, потом я сказал, а почему ты за 10 лет не реализовал эти мечты, если у тебя есть уже бизнес? Ну, окей. И есть другой способ. Это многоуровневый бизнес, да? Вот смотри, он создан в 60 лет назад. В эту индустрию работает 30%, 40% населения Земли. Здесь есть люди, которые зарабатывают $1 000 000. Но здесь самое важное, что ты можешь вложить вот столько и зарабатывать столько. А ты хочешь узнать, за сколько времени? И это только зависит от тебя, я сказал. Вот и начинай нарисовать кружки. Вот если будет 5 кружков, то это сможешь сделать за год, да? Если будут 10 кружков в первой линии, это 10 по 10, то это сможешь реализовать за 3 месяца. А если будет 20, это ты можешь реализовать за месяц. И мне есть люди, ну это же пирамида, говорит. Это же в сфере пирамиды. А я сразу, прости, а ты где работаешь? Если у меня тоже были рабочий класс, вот ты где работаешь? Ну, я работаю в заводе. А ты мне хочешь говорить, что ты там зарабатываешь больше своего босса? Нет, а что с тобой? Как это? А я тебе, как это, почему ты не зарабатываешь своего босса? И ты мне говоришь, что здесь пирамида. Скажем, ну, есть различные способы, как доказать, что я вообще люблю, да, я сказал, я вообще люблю, говорю, да, это пирамида. Это есть пирамида мечты, есть пирамида жизни, есть пирамида. Любое государство строится на сфере пирамиды. Давайте посмотрим. Есть один президент, есть министры, есть депутаты там, да? В любой. Тебя смущает, что пирамида, или тебя смущает, что ты не пирамида, а это встроена в сфере пирамиды, или тебя смущает, что ты боишься реализовать свои мечты? И человек задумается уже тогда, да? Вот в этом контексте я работаю, дорогие друзья. Человек задумается, и ты ставишь его в такую ситуацию, что он начал задуматься, а может мне попробовать. И, ну, главное показать, вот очень важно говорить, одну из ошибок, что делают многие лидеры, это показать, что это легко. Я никогда не говорю, что это легко. Вот мне не нравится говорить, обманывать, что я показываю ему кружки, показываю ему потенциал, но я говорю, что это не будет легко. Сразу говорю, тебе легко. Но я говорю, ну если я здесь мог сделать это, и увидев в тебе такой потенциал, знаешь, это холодный контакт, если это, то ты 100% сможешь делать это. Даже легче, чем я. И показать картинку, дорожку к его успеху. Вот, пошаг, да. И вот так, дорогие друзья, я привлекаю партнеров именно в бизнес. И на данный момент у меня уже 2 президента в первую линию, да, и некоторые топ-менеджеры, там, несколько топ-менеджеров. Вот именно почему? Потому что, раз, я никогда не продаю компанию. И я могу продавать компанию только в той сфере, когда меня продают. Вот, скажем, меня пригласили как спикера, как эксперта, и я вот тогда могу продавать компанию и показать. Я ни в коем случае сейчас не показываю, при первой встрече не продаю компанию. Я всегда продаю
историю успеха, историю набора бизнеса и картинка, как он может реализовать свои мечты. Да? Потребность, это само собой уже мы дискутируем. Если человек, я не знаю, если это правильно для некоторых или неправильно, если человек не откликнется это или не хочет, я не знаю, я тебе очень благодарен, что ты пришел на эту встречу, ну, значит, нам не по пути, я буду помочь другим людям реализовать свои планы. Я просто представьте, что у вас приходят на консультацию, на встречи разные люди каждый день, я просто селектирую самых лучших вот в своей первой линии. Вот такой отбор, прямо взять, мы работаем только с 8, 9, 10, и так через такие вот скрины, что я вам показал. Окей, дорогие друзья, сейчас, думаю, идем дальше. Я думаю, что уже я закончил свою презентацию. И сейчас хочу презентовать... Может кто-нибудь поменять слайд? Хочу вам презентовать Галину. Галину я знаю уже 4-й год. Я помню, когда мы начали еще работать в Лондоне. У нас, знаете, вот почему вот то поколение, которое, знаете, были мы тогда на первом мастер-профи, я, Мила, Арман, вот Галина, наверное, на 2-м профи была, там было еще... Мы очень голодные были. У нас не было ни гроша в кармане, у нас не было ничего, но мы очень голодные быть и реализовать свои мечты. Вот Галина тот же самый человек, она сейчас будет... я 4 года назад очень голодна была реализовать свои мечты, достичь успеха. Она сейчас представитель у нас в Испании и очень может поделиться с вами своим опытом. Я вас благодарю, дорогие друзья, и увидимся сегодня в 6 по московскому времени. Все, целую вам и успехов, и благополучия. Благодарю Петру. Спасибо за такую информацию. Петру нам показал дорожную карту, как мы можем привлекать наших партнеров, новых партнеров в бизнес multi-level краудинвестинга. Отлично. Скажите, ребята, вы меня слышите? Поставьте плюсик, пожалуйста, если вы меня слышите, видите. Слышно, да? Видно. Так. Сейчас я поделюсь экраном своим. Так. Угу. Отлично. Сейчас, секундочку. Извиняюсь. Отлично. Ну что, друзья, я думаю, что всем вам была очень полезная информация, которой с нами поделился Петру. Это отличная дорожная карта, как мы можем привлечь новых партнеров, новых людей в наш бизнес, multi-level crowd investing. Я хочу с вами поделиться тоже очень интересной информацией. Для меня эта тема очень интересна. Эта тема вам может помочь как и в бизнесе, так и в жизни, да. Тема называется «9 типов людей». Почему это очень важно знать? Потому что если мы знаем типы людей, да, то мы можем видеть слабые и сильные стороны человека. Также мы можем предсказать их поведение, да,
и быть, наверное, более терпеливыми к этим людям, потому что мы все разные, у нас разные характеры, да, разные взгляды и разные интересы. Извиняюсь, так мне нужно переключить. Ага. Ну что, начнем. Перфекционист. Перфекционист — это такой идеальный тип характера, да, людей, которые стремятся к совершенству и порядку во всем. Если вы придете к ним домой, то вы увидите, что у них все идеально, все на своем месте. Посмотрите на их стол рабочий, да, в офисе, например. У них все будет расставлено под определенным правильным углом. Их компьютер будет в полном порядке. Да? Это такие люди, которые любят писать правильно, выводить каждое слово. Обычно перфекционисты, они были отличниками в школе. И так же самое, да, они, когда берутся за какую-то работу, то они доводят эту работу до конца и очень профессионально подходят к своему делу. Поэтому перфекционистам нужна система, да, и нужны четкие задания. Когда вы будете работать с таким типом людей, пожалуйста, покажите им нашу систему бизнеса. То есть им нужна четкая система, четкие действия, как можно работать в нашей компании. Да? Достигатель. Достигатель — это один из таких самых интересных типов для меня. Извиняюсь. Достигатель — это человек, который ориентирован на достижение. И самый такой, знаете, работоспособный, целеустремленный, стремящийся вызывать восхищение и жить на показ тип людей. Да? Они всегда любят заниматься 2, 3, 4 заданиями одновременно. Они постоянно чем-то заняты. И для такого типа людей нету ничего невозможного. Они думают, если ты чего-то действительно хочешь, то ты можешь этого добиться. Что главное — это усердно и много работать над этим, да? Быть 100% погруженным в свою тему, в свою идею, в свой проект. Также таких людей очень легко взять на слабо. Да? Если мы скажем, а тебе слабо, вот эти люди сразу просыпаются и пытаются доказать всем, что они могут это сделать. И этот тип людей очень любит аплодисменты, овации, да? То есть, привлекая таких людей в наш бизнес, вам нужно показать именно успех нашего бизнеса. Вам нужно показать им сцену. Расскажите им о наших конференциях, которые мы проводим на 5, 10, 20 тысяч человек. Покажите им фотографии с Индии. Покажите им эту возможность, что они смогут быть частью нашей команды и может быть, даже стать как international speaker, да? Может быть, они смогут стать интернациональным спикером нашей компании. Есть такой тип, называется помощник. Помощник — это такой тип характера, который никогда не говорят «нет». Они просто не могут и не знают это слово. Они любят помогать окружающим и испытывают в этом огромную потребность. И даже иногда, если вот они предлагают свою помощь, а вы не нуждаетесь в этой помощи, то они могут очень сильно разочароваться. Они очень, вот если они придут к вам на презентацию, на встречу, они сядут рядом с вами, они будут сидеть очень близко, они даже могут взять вас за руку, да? Поэтому нужно понимать, что такие люди, они находят очень быстро и легко, новые знакомства, да, но они не склонны быть лидером. Да? Но люди за ними идут. Поэтому это очень хорошие игроки вашей команды. И привлекая таких людей в наш бизнес, вам нужно показать, что вы сможете, что они смогут помочь многим людям.
Покажите им, что нас уже больше миллиона. Покажите им, что еще сколько людей еще не знают о нашем проекте, да, и сколько жизней они смогут изменить, и что люди им будут потом очень-очень благодарны, так как они нуждаются вот в этой благодарности. Индивидуалисты. Индивидуалисты — это такие творческие люди, они всегда очень сильно отличаются своим видом, они отличаются своими какими-то вот таким стилем, да, с какими-то большими очень яркими аксессуарами. Но они очень скромные, очень тихие люди, и обычно, если вы вот даже идете на какую-то конференцию, презентацию, вы их будете видеть, они стоят в сторонке. Они боятся начать разговор первыми, потому что они боятся, что их могут отвергнуть. Но если вы к ним подойдете, если вы начнете разговаривать с ними, если вы заведете с ними разговор, то они будут очень вам благодарны и будут очень-очень приветливы. Индивидуалисты, если вы хотите, вот, ну, если вы встречаете таких людей, да, вы можете их привлечь в наш бизнес, показывая, что наш бизнес, наша философия, она особенная, потому что нету ни одного бизнеса в мире, проекта, у которого такая же философия, как у нас. Покажите нашу философию, расскажите, что мы хотим, чтобы минимум 15% населения всей планеты стали совладельцами самых больших рентабельных проектов, компаний, да, в мире. И это 40-50% всего рынка. Да? То есть покажите им особенность нашей компании. Мыслители. Мыслители — это такие люди, такой тип людей, да, они очень такие молчаливые, тихие люди, безэмоциональные, они не жестикулируют, они такие спокойные, уравновешенные люди. Но они очень много знают, они очень много читают. Даже иногда их называют ходячие энциклопедии, да. Но что касается, если вот говорить о профессиональной деятельности, да, то они становятся экспертами в своей деятельности, потому что они долго, досконально изучают какую-то тему, вот свой проект они будут долго-долго и досконально изучать. И становятся мастерами своего дела. Да? Очень для мыслителей также очень важно личное пространство. Они очень много любят думать, анализировать, да, поэтому, когда вы привлекаете таких людей в свой бизнес, когда вы, вот если встречается такой тип людей, покажите им цифры, факты, да, покажите статистику, номера, то есть для них это очень важно, да? Энтузиаст — это человек, это такой тип людей, с которым вот весело проводить время. Он любит проводить время весело. Любит очень громкие вечеринки, какие-то мероприятия, да, очень такие яркие впечатления. Для них получение удовольствия — это вот их самая главная цель. Они ставят очень много краткосрочных целей. Они очень любят вот одно дело, второе дело ставить, добиваются одной цели, ставят сразу другую цель. Они очень так эмоционально разговаривают, они очень громко разговаривают, любят все время жестикулировать, да, вот, например, что не скажешь о мыслителей. И таких людей можно привлечь в бизнес, когда вот показывать какие-то наши конференции, тренинги, да, вот покажите им марафон, покажите им мастер-профи, покажите им гений финансов, покажите им ивенте в Москве, который у нас будет, да, то есть покажите им, что они могут быть вот частью вот этой большой-большой движущей организации. Покажите, что они смогут даже сами организовывать какие-то мероприятия, конференции, какие-то выезды. Да? Для них вот это вот очень важно, все время быть в такой энергии. Да? То есть это очень-очень такие энергичные люди. Скептики. Скептики, ну, кому не встречался скептик?
Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы встречали таких людей, которые всегда в чем-то сомневаются, всегда у них какие-то сомнения, то есть инвестировать, не инвестировать, покупать, не покупать, обучаться, не обучаться, да, ехать, не ехать. Они все время в чем-то сомневаются, постоянно. То есть какое бы мнение, какие бы факты вы им не предоставили, у них всегда будет свое мнение на этот счет. И они очень похожи на пессимистов, но они называют себя реалистами, да? Но смотрите, если вы пройдете вот этот ихний тест, если вы ответите на все ихние вопросы, если у вас хватит терпения вот именно вот дойти с ними до вот ихнего, как говорится, логического, да, такого какого-то завершения ихнего теста, то эти люди могут стать вашими самыми такими близкими друзьями, самыми такими преданными, целеустремленными партнерами, которые будут всегда защищать вас бизнес. Но имея таких людей в команде, вам всегда нужно понимать, что вы будете постоянно принимать решения за них. То есть наводить их на какое-то определенное решение, подсказывать им все время это решение, да? Лидер это самый такой сильный тип людей, самый мощный тип людей. Лидер, он всегда стремится к власти, к доминированию, уверенности, и он всегда любит брать ответственность на себя, все контролировать, вести команду за собой. Люди идут за этими людьми, за этим типом людей. Из них просто вот светится вот это вот, прям излучают они вот эту силу, уверенность, они знают, чего они хотят, они знают, что они всего добьются. Да? И лидер обычно, он делит людей на две части, слабые и сильные. То есть он делает такой определенный тест. Лидер может подойти к вам вот так вот близко-близко, да, и смотреть вам в глаза. И вот прям вот в упор подойти и посмотреть, отойдете вы в сторону или нет, да, вот у него, можно сказать, такой тест. Или он может взять вас за руку крепко, когда пожимает вам руку, и также самоуверенно посмотреть вам в глаза, посмотреть, если вы отведете взгляд или не отведете, да? Потому что лидер любит работать с сильными людьми. Для них важна эта финансовая независимость, для них важны деньги, для них важны большие компании, команды, для них очень важно добиваться вот каких-то определенных больших-больших целей, да, поэтому если вы будете работать с лидерами, то покажите им наш маркетинг-план, покажите, сколько они могут заработать в нашей компании и какую команду они могут создать вместе с нами. И, конечно, миротворец. Куда же без миротворца, да? Миротворец — это такой тип людей, самый добрый, самый доброжелательный тип людей, которые любят очень комфорт, уют. И вокруг этих людей всегда складывается приятная и очень гармоничная атмосфера. Вот такие люди, когда придут к вам на презентацию, да, они будут вам кивать, они будут вас поддерживать, они будут внимательно слушать, да, но на них вот нельзя давить, то есть их нельзя вот давай сделаем, давай пошли, давай там сделаем команду, потому что если они вот не хотят что-то делать, да, то их никак не заставишь. Они будут вас кормить завтраками, как говорим мы на русском языке, да, говорить завтра, да, я сделаю, да, может быть, но в конце концов они не будут ничего делать, и нет, вам тоже не скажут. То есть вас будут держать в каком-то таком неведении, да. Поэтому таким людям лучше сразу показывать комфорт. Расскажите, что у нас есть офис в каждом городе, что они могут приходить, общаться с людьми, с партнерами, да, то есть что у нас все тепло, все хорошо. То есть они любят вот именно, им очень важно понимать, что у нас есть такая возможность получить комфорт.
да? И, ребята, домашнее задание на сегодня, да, это заработать 300 юнитов, заработать за неделю 300 юнитов. Что я вам посоветую? Откройте свой список контактов, да, обзвоните ваших людей, пригласите их на рандеву, поймите, посмотрите, какой это тип людей. Можете даже расписать ваши вот какие типы людей за эту неделю вы встретили, да? Как вы поняли, что вот это этот тип человека, да? И используйте ваши знания по построению команды. Используйте те знания, которые с нами поделился Петру. Используйте тему 9 типов людей, чтобы построить сильную, крепкую команду. На сегодня, на данный момент это все. Спасибо вам большое, что вы участвовали в сегодняшней сессии. Маршал, я не знаю, может быть, ты хочешь что-то добавить? Нет, Галина, давайте на этом закончим и увидим своих студентов уже позже на вечерней сессии. Благодарю всем, и тогда уже до вечера, ребята. Пока-пока.